Здравствуйте, дорогие гости и подписчики канала, с вами Виктория. Нумерология на каждый день по дате рождения. Для чего нужна, в общем-то, эта информация? Но прежде всего это важно для того, чтобы выстроить планы на, в общем-то, каждый день. Я думаю, многие из вас замечали, когда, в общем-то, и гороскоп хороший, и планы замечательные, и кажется, все выполнимо, а по итогу день проходит как-то скомканно и заканчивается безрезультатно. С другой же стороны, напротив, бывают дни, которые вовсе ничего не предвещают, да, но все идет как по маслу, и за день успеваешь столько сделать, что потом, в принципе, пожинаешь плоды чуть ли не целый год, либо может вообще меняться жизнь. Объяснение здесь простое, достаточно простое, потому что точно так же вибрации чисел влияют на нас, на наши действия, на наши мысли, планы, на то, как мы их воплощаем в жизнь ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Так, например, можно в сутках рассчитать наиболее благоприятное время, там, допустим, для подписания или каких-то важных документов, или совершения сделки, для важных встреч и так далее, даже для посещения врачей. Да, но сегодня мы поговорим именно о дне. На самом деле все достаточно простой расчет, занимает несколько секунд, и скажу сразу, действительно есть немало приложений, которые можно установить, и, допустим, в смартфоне каждый день просматривать эту информацию. Но здесь могут быть допустимы ошибки, информации бывает слишком много, иногда она бывает ошибочная, поэтому я вам сейчас максимально просто объясню, как же спланировать каждый свой день. Более того, я могу сказать, что не обязательно планировать, в общем-то, и каждый день, да, вы можете просчитать важный для себя день, да, как именно в этот день, насколько действительно нумерологически он благоприятен для ваших планов. Потому что, ну, давайте будем честными, не все наши дни столь же важны, одинаково важны. Итак, приступим. Первое, что нужно сделать, это, я думаю, каждый из вас знает, просчитать число жизненного пути, свое число жизненного пути, либо же это называется число дня рождения. Итак, тем, кто более-менее знаком с нумерологией, да и даже практически не знаком, знают, как это делать. Давайте посмотрим. Например, человек родился 13 апреля 1997 года. Мы полностью записываем эту дату. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно посчитать число его жизненного пути. Для этого все составляющие числа нужно сложить, просуммировать. То есть 1 плюс 3 плюс 4 плюс 1 плюс 9 плюс 9 и плюс 7. У нас получилось 34. Далее, 34 нужно редуцировать, представить в виде тоже суммы чисел 3 плюс 4. Все мы это делаем до однозначного числа. В итоге у нас получается 7. То есть число дня рождения в данном случае 7. Я вам скажу, что для тех, у кого получаются господствующие числа 11 и 22, вы их тоже упрощаете, чтобы оно получилось от 1 до 9. Соответственно, это для 11 двоечка, для 22 четверка. Так, далее. Нам нужно выбрать определенную дату. Да? Ну вот, допустим, интересная дата палиндром у нас 22 февраля 2022 года. Итак, давайте же посмотрим энергию этого дня. Ну, в данном случае мы будем смотреть индивидуальную энергию, но прежде нам нужно точно так же, как мы вычисляли число дня рождения,
вычислить число этого дня. Для этого мы складываем все эти 6 двоечек. Так. И у нас получается 12. Далее 12 представляем в виде суммы чисел 1 и 2. И у нас получается 3. Так, 2 необходимых действия уже выполнено. И самое последнее действие. Нам нужно теперь между собой сложить число вашего дня рождения и число интересующего вас дня. Итак, 7 плюс 3. В данном случае у нас получается 10, что дает единицу. И вот с этим числом мы уже будем работать. Я коротко сейчас расскажу об этом числе и о всех последующих от единицы до 9. Но прежде хочу напомнить, вот здесь вот обратить ваше внимание, вернее, у нас получился 0. 0 в нумерологии достаточно интересная такая фигура, если так можно сказать, да, и его нельзя упускать из виду. Если у вас, допустим, также получается там 10, 20, 30, ну, в общем-то, любое число с последующим нулем, то вам просто как бы необходимо в этот день предпринимать определенные действия и стараться максимально этот день наполнить позитивом. Если вы этого не будете делать, то этот 0 будет заполняться всем негативом, который, в общем-то, происходит вокруг вас и направлен на вас. То есть, с одной стороны, либо вы сами наполняете себя позитивом, либо вы притягиваете весь негатив, который, в общем-то, присутствует в вашем окружении. Поэтому вот нули, я думаю, я запишу отдельное видео на эту тему, где бы они ни встречались, после значимых цифр они всегда имеют очень и очень большое значение. Но сегодня мы будем говорить об итоговом числе на каждый день. При этом это число получается индивидуальное, потому что оно включает дату вашего рождения. Итак, у нас получилась единица. Ну, с нее и начнем. Единица – это день больших возможностей. Это день, когда нужно, необходимо уделить внимание одной единственной цели, и она может быть как большая, да, то есть можно заложить фундамент какого-то большого дела, предпринять первые шаги. Так может быть и одно важное, но небольшое дело, которое вы начнете и окончите буквально же в этот день. В общем-то, удача будет вам способствовать, сопутствовать в этот день, и реализация вот этих задуманных вами планов, но будет значительно проще, да. То есть запоминаем, это день возможностей и день начинаний, и одного единственного важного дела. Далее у нас идет двоечка. Энергия дня, конечно, хорошая, но она подразумевает достаточно пассивный день. Это день, когда нужно осознавать то, что происходит с вами, то, что вы делаете, то, что вы хотите сделать, с кем вы хотите, да, сотрудничать и так далее. В этот день, в общем-то, не нужно не прибегать к каким-то активным действиям. В этот день нужно заниматься, в принципе, привычными делами, делами, я бы так сказала, рутинными, которые не требуют каких-то немедленных решений, спешных решений. День, который может пройти на контрастах, да, то есть у вас могут быть, как, допустим, в одной сфере какие-то взлеты, в другой падения, но тем не менее, чем менее пассивны вы будете в этот день, тем лучше это пройдет, лучше сложится день. Ну и, конечно же, хорошо разрабатывать стратегии. Далее у нас идет троечка. Вот это вот как раз день для максимальной активности. Да? То есть в этот день хороша активность любого рода.
хорошо начинать путешествия, хорошо браться за решение трудных задач, хорошо назначать встречи. При этом этот день многозадачник. Если мы говорили, что в единице возможно решение одного вопроса, то вот в день троек вы можете решить целый ряд вопросов, сделать целый ряд дел. Вы можете реализовывать как новые проекты, так завершать старые проекты. При этом, вот знаете, в этот день нужно действовать максимально созидательно и не стараться, скажем, поквитаться с кем-то в этот день, кого-то наказать. То есть, наоборот, стараться привлекать людей на свою сторону, да, чтобы они максимально, скажем, способствовали и помогали вам. Ну и, конечно же, хорошо этот день закончить, скажем, таким активным отдыхом, да, я бы так сказала. По возможности посетить какое-то развлекательное мероприятие. Так, далее. Четверочка. Опять следует пассивный день, достаточно пассивный день. День для индивидуальных занятий. Опять-таки, вы занимаетесь привычными делами, не начинаете ничего нового. В этот день старайтесь отказаться от каких-то от коммерческой деятельности. В этот день, в отличие от тройки, не следует особо развлекаться. И, в принципе, вот знаете, день, когда хорошо навести порядок везде. То есть, может быть, что-то отремонтировать, может быть, распланировать свой бюджет, может быть, заняться домом, заняться здоровьем. Ну, то есть, всеми стабильными вещами, которые есть в нашей жизни. Уделить внимание детям по максимуму, да, может, больше обычного. В общем-то, день стабильности и день созидания. Опять пятерочка, день активности. И вообще, вот знаете, пятый день говорит о возможности рисковать. Вот этот день абсолютно, скажем, непредсказуемый. Здесь можно ощущать прилив энергии, желание действовать, появляется азарт к жизни, хочется каких-то, может быть, приключений, да, вот отсюда и возникает риск. Но риск должен быть обоснованным, он должен быть во благо. И вот, как правило, если действительно риск носит, скажем, созидательный характер в каких-то деловых вопросах или, может быть, домашних, да, то здесь все-таки этот риск вознаграждается. Опять-таки, в этот день не стоит распыляться, потому что энергии много, она вас переполняет и хочется все сделать сразу. Вот все-таки нужно браться за то, что действительно вам необходимо, за насущные проблемы и как-то стараться довести их до конца, эти дела. Также в этот день удачны поездки, всевозможные командировки и, в общем-то, любые встречи, но все должно носить созидательный характер. Да? Риск во благо, риск ради высокой цели. Далее у нас шестерочка. Это достаточно мирный день, миролюбивый. И, соответственно, этот день нужно провести, скажем, немножко вальяжно. В этот день нельзя себя чем-то перегружать. Все нужно делать по доброй воле, по взаимному согласию, общаться с теми людьми, которые вам приятны. Абсолютно противопоказан какой-либо риск, да, потому что риск будет, наоборот, наказуем в этот день. Не нужно прибегать к каким-то быстрым решениям. Нужно, вот знаете, когда гармония, душевный покой, наслаждение, вот найдите, за что поблагодарить Вселенную и себя в этот день, да, умейте радоваться тому, что у вас есть.
Но при этом, вот знаете, для чего нужны такие дни? Потому что они вселяют в вас уверенность, дают вам ощущение себя, да, дают возможность подвести некие, ну, скажем, итоги своей жизни, но я имею в виду итоги, плоды, да, насколько вот вы успешны, найдите за что себя похвалить. И в этот день, конечно же, хорошо планировать и готовиться для более активных дней. Далее семерка. Седьмой день, ну вообще семерка это достаточно таинственное число, и оно всегда несет в себе какой-то элемент, ну, может быть, мистики, загадки. Соответственно, опять-таки, этот день хорош для получения каких-то ценных советов, для получения консультации. В этот день можно действительно ощутить счастье, и это счастье будет заключаться не в каких-то материальных благах, а, допустим, например, это просто, вот знаете, внутреннее ощущение, а может быть, после работы шестого дня, да, что все складывается очень хорошо, да. День хорош для любой интеллектуальной работы, учебы, для людей, которые занимаются искусством. В этот день очень хорошо завершать дела, творческие проекты, но это должно быть, знаете, не в попыхах, да. У меня семерка сегодня, поэтому я все стараюсь максимально быстро делать. А это должно, ну, происходить как бы само собой. В этот день очень хорошо развита интуиция, и действительно нужно научиться прислушиваться к себе и уметь услышать себя. При этом я повторю еще раз, что действительно в этот день важно получать советы, ценные советы, неважно, это люди близкие вам или это какие-то профильные специалисты, но именно вот в этот день как будто бы приоткрывается для вас какая-то тайна, да, и вы становитесь в неком развитии на ступенечку выше. Так, далее у нас идет восьмерка. Вот здесь вот наконец-таки наступает день для бизнеса и финансов. Максимально благоприятный день. В этот день можно решать серьезные финансовые вопросы, серьезные вложения, да, может быть, кто-то берет кредит, может быть, кто-то, ну, какие-то крупные финансовые сделки совершает. В этот день хорошо заниматься оформлением важных документов. Ну и вообще переносить на этот день какие-то, ну, максимально свои важные дела. Может быть, те, которые трудно разрешимы или которые как-то были замедлены. Потому что вот в этот день все происходит максимально легко и продвигается с успехом. Также это день получения прибыли, и если это инвестиции, то они действительно будут для вас прибыльными максимально. Ну и девятка, замыкающее число цикла. Это день личного триумфа, подведения итогов. И, соответственно, вот, скажем так, цикл завершается. С одной стороны, вы можете подводить итоги, но с другой стороны, в этот день уже хорошо заявлять о своих планах, о тех планах, которые вы собираетесь, ну, скажем, делать уже, может быть, завтра, да, или в ближайшее время, но вот здесь действительно хорошо заявить об этом вслух, поставить в известность уже людей, от которых это зависит или чьего одобрения вы хотите. Так, что еще? Здесь действительно в этот день хорошо потешить свое самолюбие. И, в принципе, этот день продолжает тему коммерции, финансов, бизнеса. И в этот день хорошо
меценатство, да, то есть это тот случай, когда то, что вы, ну, скажем, если кому-то поможете бескорыстно, да, то, что вы отдадите в этот день, вернется вам старицей. Ну, вот такая вот информация. Попробуйте определить свои дни, текущие дни, и понаблюдать, как, в общем-то, работает этот метод. Иногда, конечно же, наши дела не столь глобальны и сложно отследить подобную информацию, но в целом, если вам предстоят какие-то серьезные дела, серьезные планы, то все-таки лучше эту информацию к ней прислушиваться, да, не пропускать, потому что действительно все имеет смысл. Если вы начнете дело важное для вас в пассивный день, то, увы, оно будет идти достаточно медленно и тяжело. С другой же стороны, если в правильный день начать, если в правильный день окончить, да, если жить в гармонии с вибрацией чисел, то, соответственно, можно, скажем, жить легче, проще и пользоваться помощью чисел. Всего вам наилучшего, будьте счастливы и до новых встреч!